Привет, YouTube! В этом видео я хочу показать, как справиться с такой распространенной задачей, как деплой приложения с GitLab в Kubernetes. Простыми словами, на пальцах. Вроде, казалось бы, распространенная задача, но я не нашел в сети хорошего ролика про это. Или все какой-то космос, или какие-то куски чего-то и не про то. В этом ролике я буду делать все в Яндекс.Облаке, так как на данный момент в связи с ограничениями это единственное, что нормально работает. Итак, в этом ролике я расскажу, как развернуть инстанс GitLab в Яндекс.Клауде, как развернуть кластер Kubernetes в Яндекс.Клауде, как настроить раннер, как настроить GitLab агент, как настроить скрипт для автоматизации сборки и деплоя, ну и как все это работает. Скажу, чего не будет в этом ролике. Не будет, как настроить Яндекс.Облако, не будет, как настроить безопасность, сервисные аккаунты, токены, SSH-ключи и прочее. Не буду рассказывать, что такое Kubernetes и Docker. Подразумеваю, что вы это уже знаете. Итак, поехали. Заходим в наш Яндекс.Облако, авторизуемся в своем аккаунте и начинаем настройку. Настраиваем новый кластер Kubernetes. Делаем создать ресурс. Выбираем кластер Kubernetes. Задаем ему имя. Описание можно что-нибудь сюда написать. Это так, чтобы это было видно. Да, смотрим, сколько у нас это стоит в месяц. Наш такой кластер. Дальше выбираем сервисный аккаунт. Ну, тут сервисный аккаунт должен быть с ролью editor. Я не буду сейчас показывать, как его создать. Ну, в общем, это несложно. То же самое выбираем сервисный аккаунт для узлов. Ключ шифрования. Создали ключ шифрования. Этот ключ шифрования будет у нас шифровать всякие важные ресурсы, пароли, secrets и так далее. Версии Kubernetes так оставляем. Публичный адрес автоматически, это значит, нам внешний IP-шник выделится. Тип зональный, но он будет дешевле, чем региональный. Региональный, ну-ка, сейчас смотрим. 16 тысяч. То есть это что значит? Что у нас наш сервер будет раскинут вообще в разные регионы. Ну, там, предположим, в Московской области там, и во Владимирской. А зонально все узлы будут находиться только в одном дата-центре. Ну, предположим, в Московской области. Зону доступности оставляем такую. Сеть оставляем. Группу безопасности. Если мы выберем группу безопасности, нам нужно будет настраивать группу безопасности. Но это фактически firewall. Сейчас мы это делать не будем, чтобы не усложнять видео. Все остальное мы так оставляем. Нажимаем на кнопку «Создать» и ждем. Дело в том, что у меня уже есть один кластер в подсети ru Central B. Соответственно, для него уже заданы здесь эти подсети, диапазоны. Вот, я их не помню. И мне проще сейчас поставить для этого видео ru Central C. Там у меня нет кластера. Сейчас посмотрим, даст нам создать. Не дал. Так, у меня была проблема. Если эти поля оставить пустыми, то у меня выходила ошибка, что эти диапазоны адресов уже заняты. Потому что у меня уже есть другие кластеры. Вот. И я посмотрел, какие там, собственно, диапазоны. То есть у меня там было 10.113. Здесь было 10.96. Соответственно, я на единичку это увеличил. Вот. И теперь должно все хорошо сработать. Вот я запустил создание кластера. Он сейчас создается. Это может занять 10 минут, например.
То есть вот у него еще статус, что он, ну, предоставляется состояние, то есть как тут будет, если он рабочий, если он работает, у него будет healthy, то есть он здоров, а сейчас он unhealthy. Ну, соответственно, вот его все параметры. Дождемся, пока он создастся. Пока у нас создается кластер Kubernetes, мы можем создать инстанс GitLab. Создать ресурс instance GitLab. Соответственно, здесь у него будет какое-то имя. Не знаю. Все имена здесь в Яндексе должны начинаться с маленькой буквы. Не с цифры, не с большой буквы. Если это написать, то Яндекс выдаст ошибку. Выберем тип инстанса микро, да, потому что вот у нас и так 5400 в месяц получается. Но это не пугайтесь, это оно сейчас не спишется, а эти деньги списываются там каждый день. Ну, не знаю, сколько там, рублей по 200 будет списываться примерно. То есть вот если выбрать там small, уже десятка, да, medium и large. Ого. 16 ядер, 64 гигабайта оперативки, конечно. Нам вот этого достаточно. Выбираем подсеть. Ну, в общем-то, вот здесь нам надо придумать обязательно какой-то доменное имя, по которому мы будем обращаться к нашему кластеру. Ну, мы его так и назовем. И здесь тоже GL все же, GitLab. Обязательно вводим электронную почту и придумываем логин. И нажимаем на кнопку «Создать». Новый инстанс у нас успешно создается. Вот об этом свидетельствует эта надпись Creating. И когда он создастся, он будет доступен вот по такому доменному имени. gltest 135, ну то, что мы задали. GitLab, Яндекс.Клауд.нет. Наш кластер Kubernetes успешно создался. Вот видно, что он состояние у него статус running, состояние healthy, но это еще недостаточно, чтобы нам с ним работать. Нам нужно еще создать группу узлов, группу нод, где у нас будет храниться все наши поды, и на них будут работать, крутиться контейнеры. Делаем создать группу узлов. Как-нибудь ее назовем. Сразу нам выходит тут тарификатор, сколько у нас он будет стоить. Но это, конечно, многовато. Сейчас мы сделаем что-нибудь, попробуем здесь подсократить. Самое главное, как можно сократить, это поставить вот эту галочку прерываемую. Вот сразу видим, что сократилось вдвое. Также гарантированная доля в ЦПУ нам не обязательно такое, там 100%. Потому что нам нужно для экспериментов, нам достаточно 20. Выберу ее в том же регионе, где у меня кластер. Так, что касается доступа. Здесь нужно ввести логин, любой, который там будет заведен. А вот здесь вот сюда нужно вставить открытый ключ, который вы сгенерировали через SSH у себя на компьютере. Вот, я это сделаю попозже и сохраню. Так, все остальное ничего не меняем. То есть сюда мы вставляем открытый ключ и нажимаем кнопку «Создать». Ну вот, я нажал кнопку «Создать», у нас создается группа узлов. И вот у нее будет свой идентификатор, там количество узлов вот в группе, вот мы видим, сколько процессоров и так далее. Ждем, пока она не будет в статусе running. Пока мы ждем, что у нас создастся группа узлов, нам нужно настроить программу, через которую мы будем управлять, собственно, нашим кластером Kubernetes. Она называется kubectl. Ее надо установить через apt вот так. Sudo apt install
kubectl. Ну, я сейчас не буду это делать, потому что она у меня установлена. Ну, там несложно. И еще нам нужно установить утилиту командной строки от Яндекс.Клауд. Она называется YC. Ну, это можно почитать в документации, как она устанавливается. В общем, вот такая вот команда. И чтобы нам добавить, чтобы нам авторизоваться в нашем кластере Kubernetes, чтобы наш kubectl мог работать с кластером, нам нужно его подсоединить вот такой командой. То есть мы запускаем нашу утилиту YC от Яндекс.Клауд. Дальше указываем ресурс менеджер Kubernetes. Дальше кластер get credentials. Вот имя нашего кластера, который мы создали. kubetest. Поставьте свое. Вот. И external. И вот что нам выдает, что контекст. То есть есть такое понятие, что контекст, если мы работаем с несколькими кубернетисами, мы можем менять контекст. Вот у нас создался контекст YC kubetest. И он добавлен в наш конфиг, который хранится в нашей там домашней папке, в папочке kubeconfig. Вот. Соответственно, ну, тут информация, как нам получить информацию об этом конфиге и так далее, и так далее. В принципе, контекст мы можем переключать. Итак, когда мы подключились, мы должны проверить, что у нас все работает, что у нас наша нода создалась. Для этого используем вот такую команду kubectl get nodes. Смотрим, что у нас создалась вот такая нода, наш узел. Статус у нее ready. Ну, в общем-то, все. Она работает. Также можно проверить, запущены ли у нас какие-нибудь поды. Никакие поды не запущены. Посмотрим вообще во всех namespace. То же самое делаем минус А большое. Вот мы видим, что у нас в namespace Cube System вот запущены вот такие поды. Ну, это его, собственно, системные. Вот они работают. Ну, в принципе, в этом видео я не планирую рассказывать, собственно, как устроен там Kubernetes. Я думаю, что вы это сможете посмотреть на каналах у моих коллег. Вот, я просто расскажу, как мы работаем с Kubernetes в Яндекс.Клауде. Вот прошло время, и мы посмотрим, создался ли наш инстанс GitLab. Заходим в менеджер GitLab Instance. Вот наши инстансы. Вот смотрим, что он состояние, статус у него running. Вот мы можем перейти по этой ссылочке, чтобы получить к нему доступ. Мы переходим на такую страничку, где нам нужно указать наш email. Email, который мы указывали при создании нашего инстанса. И пароль. И вот, чтобы получить пароль, нам нужно зайти в наш email. И нам пришло вот такое письмо от GitLab, где написано, что аккаунт was created for you. Нажимаем на такую ссылочку. И мы здесь должны придумать какой-то пароль. Вот мы в первый раз зашли на наш новый инстанс. Что мы видим? Мы видим, что любой может сейчас регистрироваться, ну, зарегистрировать себе аккаунт на нашем GitLab. Выключаем, снимаем галочку Sign Up Enable. Эту галку тоже можем снять. Все, собственно. Это мы настроили. Теперь это мы сделали первым делом. Вторым делом нам нужно создать группу наших проектов. Идем сюда. Делаем Create Group. Вот так, создаем тестовую группу. Приватную. Ничего больше не трогаем. Создаем. Теперь можем опять пойти сюда. И делаем Create Project. Создать пустой. Вот у нас тут группа подставилась.
И здесь выбираем какой-нибудь тест, тоже приватный. Вот если эту галку поставить, у нас там добавится readme файл. Мы его оставим на первый раз. Создаем. Так, вот у нас создался наш проект. И что нам здесь говорят? Что мы не можем в репозитории, мы не можем с ним работать, используя SSH до тех пор, пока мы не добавим сюда SSH ключ. Но об этом я и говорил раньше, мы когда создавали группу аккаунтов, то есть там тоже требовался SSH ключ. То есть тот ключ, который мы сгенерировали для нашей машины, с которой мы работаем, там есть public key, и вот нам надо его добавить вот сюда. Вот в это окно просто скопируем. То есть он должно начинаться с вот таких слов. Ну, это специальная защита от ошибок, чтобы сюда лишняя информация не влезла. Ну и здесь можно его как-то назвать, там, например, там my PC. Вот, сейчас я это скопирую и просто нажму кнопку Add Key. Так, вот я вставил публичный ключ. Вот он у нас здесь в разделе, кстати, SSH Case. Идем обратно в наш проект. Вот наш проект. Так, ну вот у нас вот наш репозиторий. Соответственно, мы можем прямо здесь создавать файлы. То есть там какой-то файл, например, раз там можем создать. Кратко расскажу про GitLab. Это сервис, который представляет себе и Git-репозиторий, и также здесь можно делать задачи по сборке нашего приложения, по сборке и деплоя автоматизировать. Также здесь можно организовать собственные, там, скажем, контейнер registry, то есть вместо Docker Hub можно использовать тут свой локальный. Вот. Ну и, соответственно, тут вот работа с инфраструктурой, Terraform, Kubernetes, Google Cloud, тут аналитика, много-много всего. Здесь настройки у нас. Вот. Ну и первое, с чего надо начать, если мы хотим, чтобы у нас при коммите в наш репозиторий кода начиналась бы сборка, мы должны добавить runner. То есть runner это некая внешняя программа по отношению к GitLab, которая запускает вот это наши задачи по сборке, так называемые там CI/CD pipelines. Ну, вообще, GitLab представляет свои какие-то встроенные раннеры, да, но они оплачиваются, и причем они оплачиваются с кредитной карты. Вот. Так что, наверное, это сейчас не наш российский вариант. Нам нужно установить раннер. Нам повезло, что нам не надо какую-то отдельную там дополнительную машину для этого. Мы поставим раннер прямо в наш Kubernetes кластер, который мы только что создали. Есть много способов поставить раннер на Kubernetes. Можно там использовать Helm chart, ну, и так далее, и так далее. Вот. Но это в данном случае, видимо, из-за ограничений российской сети не всегда работает. И рабочий способ вот я нашел через Marketplace. То есть мы заходим в наши кластеры Kubernetes, в наш кластер, вот обзор кластера, да, и идем, здесь есть такая менюшка Marketplace. Здесь то, что нам Яндекс.Клауд предоставляет, сразу можно установить приложение прямо отсюда в наш Kubernetes. Ну и, соответственно, вот наш GitLab Runner. Мы здесь можем тут почитать инструкцию, как она работает. И нажимаем кнопку «Использовать». И что же он нас спрашивает? Нам обязательно, ну тут задается пространство имен Kubernetes. Ну это стандартное, поставим
default, название приложения. Вот. И дальше у нас нужен домен нашего GitLab и токен. Где их взять? Идем обратно в GitLab. Идем вот сюда, Settings. Можно через эту менюшку, либо вот Settings, CI/CD. И здесь у нас есть вот такой раздел Runners. Нажимаем кнопку Expand. И вот мы видим, что что можно зарегистрировать раннер по следующему URL. Мы прям нажимаем на кнопочку «Копировать». Идем сюда, в наш Яндекс.Клауд. Вставляем. Обратно идем сюда. И вот токен, который нам дают. Вставляем токен. Нажимаем кнопку «Установить». И все, наслаждаемся. Вот он, Pending Install. И сейчас он очень быстро установится в наш кластер. Ну, прошло секунд 10-15. Вот у нас появился статус Deployed. Соответственно, дальше мы можем с ним работать. Идем обратно в наш GitLab. Посмотрим, обновим страничку. Runners, Expand. И что мы видим? У нас появился Available Specific Runners. Вот он наш GitLab Runner. Все, теперь мы можем уже автоматизировать наши сборки. Но для того, чтобы нам автоматизировать сборку, давайте у нас будет собираться Docker Image, и он будет у нас складываться вот прямо в репозиторий, прямо в контейнер registry самого GitLab. Для этого вот мы переходим сюда, Packages and Registry, смотрим контейнер registry, и что нам говорят? Что для того, чтобы нам начать с ним работать, нам сначала надо в этот registry залогиниться, вот по такому вот docker логин, вот по такому адресу и такому порту. Вот. И, собственно, потом мы можем, вот такой командой можем создавать образ и потом его туда отправлять, в этот registry. Вот эти команды, которые здесь написаны, я скопировал в отдельный текстовый файл. Они нам дальше пригодятся. Дальше нам нужно подумать о том, что чтобы нам сюда залогиниться, нам надо будет где-то указать логин и пароль для GitLab, потому что вот это мы можем делать только из нашего терминала. Нам нужно, чтобы сам GitLab логинился. Я сейчас покажу простой способ, но это не значит, что он правильный. Правильно, конечно, все организовать через токены, но я просто покажу, как создать переменные с логином и паролем, которые будет использовать наш GitLab во время наших CI/CD задач. То есть мы идем сюда в настройки CI/CD. И здесь вот такой раздел Variables. Делаем его Expand. Делаем Add Variable. И, соответственно, здесь создаем переменную. Можем называть ее как угодно, но это будет адрес нашего registry. Ну, я назову CI. CI Registry. И вот сюда я вставлю тот адрес, который у нас там был на той нашей вкладочке Registry, когда мы в нее зашли, когда она была пустая, который я скопировал в отдельный файлик. Вот такой вот адрес нашего Registry. Здесь мы ничего не трогаем. Ну, это можно снять, можно оставить. Protect Variable, но это для паролей применяется в основном. Создали. Вот наши первые переменные. Сейчас нам нужно еще создать переменную для имени пользователя и пароля. И пароль. Пароль у нас будет тот, который мы указывали для самого GitLab, когда мы регистрировались. Вот мы создали 3 переменные, которые мы будем использовать в нашем скрипте
в нашем пайплайне, который будет делать сборку докера. Теперь нам нужно создать, собственно, докер-файл, который у нас будет собираться. Идем в наш репозиторий, files. Давайте сначала создадим страничку, которую будет отдавать наш веб-сервер, когда мы будем его проверять. Чтобы проверить работу нашего приложения, мы поднимем в нашем Kubernetes простенький веб-сервер, который будет отдавать какую-нибудь страничку с текстом Hello World. Для этого мы в репозитории Files делаем New File. И сейчас я его заполню. Вот такая простенькая страница, назвали index.php. Там простой PHP скрипт, мы получаем IP-адрес нашего сервера, пишем hello world, сервер IP is, и тут будет печататься IP-адрес сервера. Чтобы сохранить, идем вниз. И здесь есть кнопка Commit Changes. Ну, это то же самое, что сохранить. Причем здесь мы можем, это как обычно наш гид, что я рассказываю. То есть здесь можем добавить какие-то комментарии, что мы сделали там в очередной правке и в какую ветку делаем коммит. Все. Сохранили. И еще нам нужно создать докер-файл, который соберет наш докер-контейнер, в котором будет веб-сервер с PHP, который будет отдавать нам эту страничку. Также делаем new file. И сейчас я его заполню. Так, вот новый файл называется вот так, docker-файл с большой буквы обязательно, именно так. Соответственно, вот что у нас, как будет собираться этот файл командой docker build. Вот, from PHP Apache, то есть мы возьмем образ PHP Apache, скопируем наш индекс PHP в папочку, где у нас лежат наши веб-странички, и откроем 80-й порт. Все, также идем вниз, Commit Changes. Проверим. У нас почти все готово, и нам нужно настроить наш скрипт, который будет делать наш, в данном случае, CI pipeline. То есть CI это когда мы собираем приложение, а CD это когда мы его деплоим. Чтобы сделать нам этот скрипт, мы можем вот здесь также через new файл создать. У него есть определенное служебное имя. Но мы пойдем проще. Мы идем сюда CI/CD и нажимаем кнопку Editor. Вот. То есть он нам говорит, создайте новый файл, который называется .gitlab CI YAML. Но мы нажимаем на кнопку, он нам создал какой-то уже чем-то заполненный. Мы это отсюда все удаляем. И заполнил его следующим содержанием. Вот, я заполнил этот файл. Посмотрим, из чего он у нас состоит. То есть здесь мы объявляем, какие у нас будут фазы. То есть у нас будет build и deploy. Deploy я пока закомментировал, чтобы он нам не мешался. Вот, соответственно, вот у нас описывается фаза build. Вот раздел, stage называется build. Дальше какой мы используем image. Вот тут интересно, потому что для того, чтобы нам собрать наш контейнер, нам нужна команда docker build. Соответственно, нам нужна установленная программа docker. Вот. Значит, соответственно, нам нужен, поскольку у нас тут выполняются все команды в каких-то контейнерах, да, то, соответственно, нам нужен будет контейнер, в котором установлен докер. То есть получается docker and docker. Вот, D in D, называемые контейнеры. И так люди тоже делают иногда. Но есть лучшее решение. Это решение называется Каника. Чем оно отличается от обычного? Это такой же докер, да, только оно отличается от обычного докера тем, что она лучше работает с кэшем. Дело в том, что докер использует кэш, вот, в надежде его потом использовать второй раз. Мы каждый раз
у нас, когда после сборки все удаляется, и, соответственно, кэш не сохраняется, и, в общем, докер будет работать медленно. Каника умеет хранить кэш где-то на внешних ресурсах, там на S3 бакете или где-то еще. Соответственно, она работает значительно быстрее. Соответственно, вот мы указываем, какой у нас будет имидж использоваться, в котором мы будем это все собирать, наш контейнер. Вот entry point, и дальше, собственно, сам скрипт. То есть мы создаем папочку Canica Docker, и дальше у нас тут вот такая страшная строка. Вот такая она всякая. Ну, почему она такая страшная? Тут очень много у нас заквоченных тут всяких кавычек и так далее. Вот на самом деле мы собираем JSON. Сейчас расскажу, как. И мы этот JSON помещаем в папочку Canica Docker файлик config.json. То есть мы собираем конфиг. В этом конфиге мы должны как раз указать путь к нашему регистре, нашего юзера и пароль. Соответственно, вот чуть ранее мы с вами вот здесь вот в настройках создавали переменные, да, и вот они здесь будут как раз подставляться значения из этих переменных. Сюда подставится, значит, адрес нашего контейнерного registry, сюда у нас подставится имя пользователя, а сюда подставится пароль, который мы там указали. Ну и дальше там это все переведется в Base64, там заменится всякие там концы строк и так далее. И все это сохранится вот сюда вот в Canica config. Дальше у нас тут начинается, собственно, сама команда Canica. Обратите внимание, что здесь вот есть такой дефис, потом галочка, потом еще дефис. Это говорит о том, что у нас здесь многострочная строка, вот, у которой удалятся там все вот эти вот новые строки, останется только последняя. Соответственно, что мы делаем? Запускаем Canica Executor, указываем ему контекст. Это встроенная переменная, собственно, самого GitLab, CI Project Dir. То есть сюда подставится конкретно каталог, где у нас хранятся все наши документы вот здесь в репозитории. Соответственно, Docker файл возьмем отсюда тоже в наша рабочая директория, вот Docker файл, который мы создали. А destination указывается, вот она наша там переменная, которую мы создали, адрес нашего вот этого registry контейнерного. И в нем создастся контейнер, у которого имя будет путь нашего проекта, там групп, проект и так далее. И тег у него будет latest. Все, давайте, когда мы нажимаем здесь commit, у нас тут же запустится вот этот пайплайн по сборке. То есть, сразу этот скрипт запустится. Давайте посмотрим. То есть, вот статус. Чтобы получше посмотреть, переходим вот сюда в раздел Pipelines. Смотрим, какие-то у нас были тут неудачные, удачные. Это пока мы работаем, пока я здесь это заполнял все, что-то вот уже успел поскачать удачное, что-то неудачное было. Смотрим, pending, вот running. Чтобы в него провалиться, нажимаем прямо вот сюда на него. И вот мы видим, что есть pipeline, jobs и так далее. Вот наша, значит, стадия build. Также на нее нажимаем, проваливаемся, и мы видим терминальный вывод нашего, собственно, скрипта. То есть вот он сначала там скачал этот Canica и так далее, и так далее. Вот они наши команды, которые мы задавали. Вот, собственно, наш Canica сработал. Он собрал наш Docker файл. Вот, pushing image, то есть вот он его запушил в наш репозиторий. И вот он говорит, что такой-то image там запушен с таким-то там этим SHA. Все, job successful. Смотрим. Duration 15 секунд. 15 секунд всего лишь заняло. Это потому, что уже кэш был создан. На самом деле, тут у меня, когда первый job проскочил, он там занял там 30 секунд. Я считаю, что это неплохо. Ну, и теперь можно посмотреть наш Docker Registry, что у нас там получилось. Точнее, вот контейнер Registry. Правильно будет. Переходим сюда. И мы смотрим, что у нас здесь есть вот это название нашего контейнера. То есть он взял как раз наш путь. Тест-групп тест, то, что мы там указывали. И говорит, что у него есть один тег. Вот мы проваливаемся и смотрим, что у него есть один тег.
latest, да, что вот у нас собрался image 158 мегабайт. Ну что ж, вот мы его собрали. Теперь следующим шагом мы должны его задеплоить на наш Kubernetes. Но для этого нам потребуются определенные настройки. Нам нужно будет настроить GitLab агент. Сейчас расскажу как. Самый простой способ настроить GitLab агента — это опять-таки через Яндекс.Клауд, через Marketplace. То есть мы заходим в наши, значит, кластеры Kubernetes, в наш кластер, идем в раздел Marketplace и выбираем GitLab агент. Выбираем GitLab агент, и здесь у нас есть инструкция по развертыванию. Следуем четкой инструкции. То есть создайте инстанс у нас есть, создайте файл конфигурации в репозитории. Вот, соответственно, ветки main, создать каталог. И вот каталог такой вот GitLab, Agents, имя агента какое-то надо придумать, и там создать пустой файл config. Сейчас сделаем. Переходим в наш репозиторий, делаем new directory и назовем его GLA, GitLab агент. Создадим. И в этой директории нам надо создать пустой файл config YAML. Это очень важно делать перед регистрацией самого агента, потому что иначе он нам не даст выбрать его название. Ладно, сейчас я покажу. То есть вот new file, создаем config YAML и делаем commit. Все. Дальше. Зарегистрируйте агента в GitLab, получите токен доступа. Соответственно, тут вот по инструкции все делаем. То есть переходим сюда. Вот. Здесь выбираем в этом меню Infrastructure и делаем Kubernetes Clusters. Переходим. И здесь мы что можем сделать? Connect или Create Cluster. Не знаю, как Create, но вот делаем Connect. И, соответственно, вот из этого списка выбираем, вот после того, как мы создали там конфиг файл пустой, у нас вот появилось название агента. И мы можем его выбрать и зарегистрировать. Тут очень важно, вот нам выдали токен, который нам надо сохранить. Ну и, соответственно, тут тоже есть инструкции по настройке, как его установить через Helm, но это нам не надо. Главное нам сохранить токен. Соответственно, мы берем вот этот токен, копируем отсюда. Теперь мы возвращаемся в наш Яндекс.Клауд и нажимаем кнопку «Использовать». Соответственно, мы его сюда вставили. И нам нужно имя домена GitLab. Идем сюда. Вот. Так. Закрываем. Нам нужно вот это имя домена без HTTPS. Вот это. GLTest, вот GitLab, Яндекс.Клауд.нет. Вот это вот. Указываем вот здесь. И нажимаем установить. Все, ждем, пока у нас статус deployed уже установился. Соответственно, мы переходим сюда, в наш GitLab. И мы смотрим, что у нас есть. Сейчас проверим. Обновим страничку. Вот, соответственно, у нас Kubernetes Clusters. Есть вот этот наш агент. Он уже connected. Все. Все, мы настроили соединение. И теперь нам все готово, чтобы нам дописать наш скрипт, который будет деплоить наш контейнер
в кластер. Но для этого мы напишем небольшой YAML скрипт, чтобы у нас это был deployment, чтобы мы не в командной строке это все указывали. Вот, напишем небольшой YAML скрипт. Соответственно, мы идем обратно в репозиторий, files, и создадим новый файл. Так, ну вот создал файл. Сейчас я объясню, что к чему здесь. Вот мы его назвали testdepl.yaml. Вот, тестовый деплой. Соответственно, API version absol1, это обычно. Значит, kind у нас deployment. Дальше у нас метадата идет. Name testdepl. Добавили ему label up testdepl. Назвали так. Labels они нужны нам будут потом для селектора. Вот, replicas 1. У нас будет один контейнер запущен. Дальше селектор match label project test. Это будет дальше у нас использовано. Дальше, значит, создаем template, соответственно, metadata, labels, вот project test, вот они. И, значит, дальше спецификации задаем, да, containers. Даем имя, тут произвольное myTestContainer, как он будет называться, как назовем, так и будет. И дальше мы указываем, какой будет image. Вот. А image у нас, вот здесь у нас есть, где наш репозиторий. Вот, контейнер. Ну, вот мы сделаем так, в новой вкладочке откроем. Вот, контейнер registry. И вот отсюда просто берем, копируем. И как раз мы сюда, когда вот вставим, у нас будет вот это вот. Да, то есть вот оно у нас скопировалось, название нашего имиджа. Ну и как бы все с этим. Файл мы сохраняем. Отредактировали наш файл, закоммитили. И теперь мы должны настроить наш CI/CD скрипт. Идем сюда, CI/CD, editor. Вот он наш скрипт. Так, убираем комментарий deploy. И вот я уже подготовил текст. Сейчас я его просто вставлю сюда из буфера. Вот. У нас получается, значит, вот такой текст. То есть это у нас stage deploy. Image, какой мы используем для деплоя, поскольку у нас все здесь происходит в докеровских контейнерах. Соответственно, мы берем image, который называется bitnami kubectl latest. Вот будет использоваться entry point, вот у него пустой. И дальше, значит, мы должны его запустить. Мы должны выбрать контекст. Как я уже говорил, что мы, если работаем с несколькими кластерами Kubernetes, нам нужно выбрать, с которым мы работаем именно. То есть это в нашем случае контекст. То есть слово config, use контекст. И у нас вот такой вот контекст test group /test. А вот это двоеточие, это название нашего агента, который вот мы заводили чуть ранее, да. Вот, он у нас назывался GLA. Соответственно, если вы не знаете, какой у вас контекст, можно проверить так, что можно запустить такую команду отсюда, прямо в этом скрипте, так запустить kubectl config get context. Ну, он у вас, конечно, зафейлится, да, но прежде чем он зафейлится, он в терминал, в окно выдаст все контексты. Там можно посмотреть и потом его это поправить. Ну, в общем, я так и сделал. Соответственно, сюда мы вписываем контекст, без этого работать не будет. Ну и здесь мы смотрим, какие у нас там поды запущены в Kubernetes. А потом мы делаем apply -f и имя файла, который мы создали. Мы только что создали testdepl, вот, YAML. И потом мы делаем опять getPods, проверяем, что у нас под запущен. Все, когда мы делаем commit changes, у нас запустился наш пайплайн. Вот можем посмотреть. Вот он у нас pending. Вот он перешел в статус running, по нему провалимся. Все, вот он уже пришел. То есть вот он наш билд прошел. Вот можем посмотреть. Все, собрал его. Succeeded. 16 секунд. Идем обратно. А вот наш деплой. Посмотрим, что он нам выдал. Соответственно, вот он наш getPods. Вот поды, которые у нас там были запущены. То есть это наш GitLab Agent, GitLab Runner.
Вот для него еще что-то дополнительное он тоже себе сделал. Вот, соответственно, вот мы добавили вот этот вот наш файлик применили. И он говорит, что вот deployment apps testdepl created. И вот дальше мы опять делаем getpods. И вот мы смотрим, что он у нас создался. Да, вот он у нас в статусе контейнер created. Ну, давайте посмотрим его в терминале, создался он или не создался. Вот, смотрим. Вот он наш тест депл, то есть к нему вот этот какой-то под создался. Вот смотрим ready 0 из 1. И у него image pull back off. То есть, соответственно, он не может, image не может забрать из registry. Ну, чтобы проверить, что с ним не так, мы можем посмотреть его лог. Logs просто. kubectl logs, название нашего кода. Вот, и смотрим. Вот это ошибка. Error server bad request container my test cont в таком-то поде is waiting to start trying and failing to pull image. То есть он не может его вытянуть. Почему? Потому что мы забыли передать ему логин-пароль, потому что у нас закрытый репозиторий, и без логина пароля он его оттуда не загрузит. Для этого нам нужно создать специальный объект в Kubernetes, который называется Secret. И сейчас я его, мало того, его надо создать, еще мы его потом должны будем добавить в наш вот этот YAML манифест, который у нас, в котором deploy описан. Ладно, сейчас я его создам. Так, для того, чтобы нам его создать, нам нужно почитать документацию. Можно погуглить вот по этой фразе pull an image from private registry. И мы выйдем на сайт Kubernetes, который нам тут целую статью даст. Ну и, соответственно, тут все надо почитать. Вот тут мы... Что нам надо сделать? Соответственно, прежде нам надо залогиниться. Мы должны сделать докер-логин в наш registry. После того, как мы туда залогинимся, мы можем посмотреть такой файлик config.json. Можем делать cat config.json. Это мы делаем не на GitLab, это мы будем делать в нашем терминале, с которым мы работаем. Соответственно, мы увидим вот его содержимое. Но бывает такое, что вот и у меня так, что если докер использует Docker Credential Store, то вы не увидите вот это auth entry. И в таком случае мы можем сразу, пропустить вот этот шаг и перейти уже к созданию секрета. Но если у вас вот так это выглядит, да, то вам надо вот здесь прочитать, как сделать. То есть он на базе вот этого конфига чего-то там сгенерирует. И потом уже переходить, соответственно, вот к этой команде kubectl create docker registry, create secret, docker registry. Здесь название этого секрета, ну, тут может быть любое. Вот, дальше docker сервер указываем наш registry, который вот у нас там был. Ну, с HTTPS. Ну, то есть сейчас я покажу, как я это делаю. Потом username, user password и docker email. Ну, это email для нашего юзера. Соответственно, вот я сейчас, опять-таки я повторюсь, да, что вот это я не делал. Вот. Я сразу перехожу вот к этому. Вот, как и было сказано в инструкции, сначала надо сделать докер-логин в наш репозиторий GitLab. Вот, и еще там в самом начале, когда мы только зашли еще в пустой репозиторий, нам сказал, что вот логиниться надо так. Команды docker-логин, вот это имя там нашего registry и вот порт. Ну что ж, логинимся. Так. Понятно, у меня докер под виндой. Ну, сейчас я быстренько тогда это сделаю под виндой. Я почему-то исторически использую Docker Desktop под Windows.
И им надо управлять именно из виндовой командной строки, из PowerShell, CMD или что там. То есть вот мы дождемся, когда стартует наш демон. Вот он вроде как стартовал. И теперь мы используем вот этот вот Docker логин. Username, пароль. Все, логин succeeded. И теперь я перехожу к созданию нашего секрета. Соответственно, вот такая строка. Я взял ее из документации, просто заполнил ее там логином, паролем, сервером и так далее. Вот, соответственно, kubectl, create secret, docker registry. Ну, также я ставил будет reg credentials. Соответственно, docker сервер. Вот это мы указываем вот этот вот наш сервер. Без HTTPS, но с портом. Потом username и пароль и email. Все указываем, запускаем. Вот мы видим, что secret created. Теперь мы должны его еще добавить в YAML файл, ну, чтобы его использовать. Сейчас я это сделаю. Для этого мы заходим в наш тест depl YAML, делаем ему edit и добавляем вот такую строчку. Так, эта строчка у нас должна быть на уровне контейнера. А это должна быть на один уровень. Все. Вот, image pool secrets. Делаем такой раздел. Name. Reg create. Это то, что мы создали, именно нашего секрета. Все. Делаем commit changes. И сейчас у нас сам должен запуститься наш пайплайн. Вот он у нас сейчас в очереди стоит. Так, ну посмотрим, вот наш пайплайн закончился. Он говорит, что успешно, но билд мы не будем смотреть. Посмотрим сразу deploy. И вот мы смотрим, значит, get pods. Вот он наш тест под, который image backoff. И вот он применился наш еще раз поверх тест depl. И вот написано, что он configured. И пока что смотрим в том же у нас статусе. Сейчас зайдем в терминал, посмотрим, что там. Ну и вот мы смотрим, что наш тест depl running, ready, 1 из 1. Все. Теперь мы можем к нему подключиться и посмотреть, что у нас там работает веб-сервер, и он нам отдает какую-нибудь страничку. Это можно сделать несколькими способами. Ну, давайте пробросим порт на него. Ну, вот такая команда для проброски порта. То есть kubectl, port forward, дальше pod, название нашего пода, дальше порт, на который на нашей локальной машине будет проброшено. Вот я выбрал 8086, потому что не так у меня сейчас много чего проброшено. Вот. И 80-й порт на 8086 на локальной машине. Причем вот это вот, ну, вот это под слэш можно убрать. То есть оно и без этого будет работать. Потому что там может быть под, может быть сервис и так далее. Ну, он, я думаю, что по имени понимает. И вот видно, ну, как бы, что вот проброска пошла. И сейчас мы попробуем с какого-нибудь из другого окна. Сейчас мы откроем курлом, заберем оттуда информацию. В другом окне открываем curl localhost 86. Вот. Hello World. Сервер IP. Ну, такой вот у нас localhost сервер IP. Все, мы видим, что работает. Что и требовалось доказать. Вот наши поды. А вот наши, можно вот так посмотреть еще. Наш deploy.
Вот он наш тест deploy. Вот он запущен. Да, кстати, чуть не забыл. Обязательно, ну, если вы не хотите, чтобы ваши деньги расходовались, зайдите, остановите менеджер сервис for GitLab, и тогда деньги будут браться только ну, за то, что файлы хранятся на диске. Ну, либо вообще его можно удалить. И то же самое надо сделать с кубернетисами. Тоже их надо остановить. Ну, собственно, и все. Ну, на этом все. Я заканчиваю это видео. И так уже длинное. К сожалению, не успел рассказать, как сделать так, чтобы постоянно докер-имиджи обновлялись каждый раз. Также я не рассказал, как поставить вот такой Kubernetes дашборд, как работать с безопасностью и много чего. Ну, просто и так уже видео получилось длинное, и цель этого видео была показать просто вот end-to-end цепочку от, собственно, там, разворачивания GitLab до коммита и до рабочего контейнера. Вот, я думаю, я показал в общих чертах. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк. До скорого.